Здравствуйте, мои дорогие друзья! Тема здесь простая и житейская. К чему вас подводят высшие силы? К чему вас подводит сама Вселенная, то есть Творец? Я для вас посмотрю на картах Таро, и можно поразмышлять на эту тему, на тему своего будущего. Это строить планы, это очень классно делать, и Таро помогает. Это же язык такой современный, потому что, знаете, чем Таро современный язык? Он модулируется со временем. Никакой язык это не может сделать. Теперь говорят, что язык, которым мы разговариваем, он не может выразить все, а Таро может все выразить. Итак, к чему вас подведут высшие силы? Что вам хочет дать Вселенная, а вы еще не знаете? Какие события ворвутся в вашу жизнь? И, знаете, я буду делать вот что. Я буду брать одну карту за другой. Те карты, которые резонируют, берите себе, а те, которые не резонируют, не берите. Таким образом будет вот как бы в одном варианте, но там будут эти варианты, когда вы из своих фрагментов выстраиваете свою картинку будущего. Здорово так будет, я надеюсь. И вам будет все понятно, и будет помощи много. Итак, к чему вас подводит Вселенная? Вот сейчас, как будто бы, знаете, ну вот ниточка судьбы вас ведет, и Вселенная к чему вас сейчас подводит. Я подсниму от себя, потому что для вас делаю. И первая карта. Это королева любви, это королева чаш. Вселенная сейчас подводит вас к любви. Это вы влюбленные, вы счастливые, вы, которую любят, вы, у которой есть преданный друг, преданные отношения. Это вы человек, если вы мужчина, то так тоже вас касается, конечно. Вот, вы человек, которому удобно жить в своем теле, да? Нам очень многим неудобно жить в нашем теле. Почему-то мы решили, что мы должны быть все одного возраста. Все хотят омолодиться. Человек, который хочет омолодиться, ему неудобно в своем теле. Ему нужно лечить психику прежде всего. Потому что, это хорошо быть молодым нужно быть в любом возрасте, естественно, но относительно того, что мы не заморачиваемся насчет мысли, такая мысль сейчас мне идет от Вселенной, что мы не можем быть все одного возраста, мы можем быть счастливы в своем теле, если мы позволим себе жить, вот жить себе, позволить, пользоваться своим телом, да, это вы, потому что телесная карта. Чаша – это телесная, это проживать эмоции в теле. Не в голове, как мы все делаем, а в теле проживать эмоции. Это все про чаши. Это вы, в общем, вас кто-то влюбится, но это все так, если по-простому. Кто-то влюбится, кто-то откроет свое сердце, кто-то скажет, что без вас не может жить. Это встреча для любви. Это встреча с собой. Каждый день мы утром с собой встречаемся, и каждый день это праздник. Вообще королева, она празднует каждый день. Каждый день это праздник. И праздник – это состояние души. Если мы позволим каждому дню быть праздником, мы решили, что каждый день это праздник. Посмотрите, как мы готовимся к праздникам, как мы их любим. Так вот, по королеве чаш у вас каждый день это праздник. Так, смотрим дальше. К чему вас подводит Вселенная? Подводит тот момент, когда вы смотрите это видео. А здесь собственный путь, здесь отшельник. Здесь карта говорит, что подводит к пониманию, что мы все-таки одиночки на своем пути. Каждый человек должен пройти свою дорогу. Иногда по нашему пути вот мы идем, и параллельно идут другие люди. Но человек не может зайти на ваш путь. У него может быть параллельный путь, так, например, у близких, у родных, у любимых, у детей, родителей, параллельные пути. Но это не значит, что другой человек может на ваш путь зайти. Вас Вселенная сейчас подводит к осознанию того, что вы на свою дорожку выходите. Это дорого стоит. Сколько я знаю пожилых людей. Я работала в церкви 30 лет, и в основном все люди были там, естественно, преклонного возраста или следующее поколение от меня. И сколько я видела людей, которые говорили мне, что они и не жили вроде еще.
потому что они шли не по своему пути, они шли по пути, которые, может, назначили им в детстве, может быть, внушили им, или вообще бессознательно шли, да, вот просто шли и все, как перекати поле, вот так. А по отшельнику вы выйдете на свою дорогу. Что это означает? Это означает, что вы найдете себя. Вы узнаете, что для вас работает, а что нет. Например, одна еда для одного работает, а другая нет. Или же вот все буквально, начиная с еды. Да, я говорю с еды, потому что еда ближе к телу. И выйти на свой путь – это войти в свое тело, вы войдете в свой самый лучший вес. Вы знаете, что мы делаем с едой? Еда – это очень сложно, это значит все для нас. Но нужно разделить, что работа, что отношения, что еда, что прогулки, разное. Но мы часто заменяем все. Еда – такой заменитель. Вот, вы войдете в свой прекрасный вес, вы войдете в осознание, чего вы хотите, от отношений, от работы, и никто не сможет спекулировать с вами на работе, никто не сможет с вами управлять и на работе, и в семье, вообще в жизни, потому что вы войдете в осознание, я знаю, чего я хочу, вот это отшельник. К чему вас подводит Вселенная, еще одна духовная карта, Иерофант, а это карта учитель, это учитель, но понимаете, Иерофант очень сложная карта. Во-первых, пятый аркан намекает на пентаграмму, на правильную пентаграмму. Если в карте дьявол пентаграмма перевернутая, когда другие люди вами управляют, да, голова внизу, там, то есть голова не знает, что делают руки и ноги, то здесь в карте Иерофант пентаграмма правильная, да, как 5 пальцев, что ли. Вы сами творите свою судьбу, свою дорогу судьбы. И у вас есть своя внутренняя вот такая планка, чего я хочу, а чего я не хочу. И эту планку вы часто не слышите. И поэтому вот можно здесь себя вычислить, то ли вы эти две фигуры, которые пришли за советом к мудрецу, то ли вы сам мудрец. И то, и другое, наверное, хорошо. То есть жизнь – это как бы квест, это вопрос-ответ, это путь, это не результат, а жизнь это путь. Мы часто думаем, что жизнь это результат. Как вот сказки это было хорошо, но сейчас, кстати, сказки подвергают сомнениям, потому что нас всегда подводили к тому, что окей, путь сложный, путь трудный, там Змей Горыныч и так далее, но будет результат счастья. И на этом религия сыграла. Вот там результат, где-то в раю будет счастье, а сейчас надо мучиться. Нет, ни в коем случае. Сейчас нужно искать вот легкий путь, да, слово легкий путь. Иерофант, может, грузит вас, может, вы сами себя грузите по этой карте. Нагружаете себя моралью какой-то, какими-то установками, мыслекрутками, обязанностями. Вы сами себя грузите. Разгрузите свой мозг. Разгрузите свой мозг и разгрузите свое тело. Но я говорила по карте отшельник, что тело разгрузить нужно, когда еда для нас заменитель, прокрастинация заменитель. Нам нужно определиться, это еда, это работа, это друзья, это любимые и так далее. И тогда будет все в порядке, тогда мы не будем переедать. Но там уже сказано об этом. Здесь вы... Может быть, вы, грузите свое тело, нагрузили свое тело лишней едой, нагрузили свой ум какими-то установками, какими-то навязанными вам задачами. Я должна, я обязана. Разгрузите свой мозг тоже по Иерофанту. Видите, у него есть трехярусная корона. Но три яруса золотые могут означать, что у вас золотой ум, вы умный человек. Но опять же, поскольку вы умный, вы доверяете себе, вы доверяете, что вы примете правильное решение, сделаете правильные шаги, и не нужно грузить свой мозг постоянно. Вот. И выйти на свою дорогу жизни, там, где вы не думаете о результате. Жизнь это никогда не результат. В сказках, там, в религии результат будет окей, а сейчас страдания, нужно заработать. Нет, это не так. Жизнь это кайфовая дорога. Вот. И Иерофант, может быть, он такой фигура авторитета, да, авторитет, authority. Он такой главный, он вам говорит, вот смотри, вот так живи, а так не живи. Главное, чтобы никого не обидеть и никому не сделать плохо. А как вы живете по своим законам, на своей дорожке золотой вы идете, это уже ваше решение. Может быть, по этой карте можно сказать, что слушайте мудрого человека, а можно сказать, что мудрый человек – это ваш человек внутри, это вы взрослый.
У вас ведь внутри есть ребенок внутренний, да, который должен понимать, что ему просто уютно и надежно, и все. Такого ребенка вы можете успокоить, своего внутреннего, и больше ничего. А вообще-то в основном все внутри вас – это вы взрослый. Иерофант – это вы взрослый, и отшельник вы взрослый, и, конечно, королева чаш – это взрослая женщина, которая знает, чего она хочет. И она понимает, что она сама любовь, и другой человек, будь то даже мужчина, он не может заменить это внутреннее ощущение. Мы, вообще люди, вообще все на земле, это источник любви и света. Но часто мы забываем, мы грузим себя и ищем того другого, который сделает нам хорошо. Делаем сами себе хорошо во всех отношениях. И тогда найдется человек, который полюбит точно, потому что вы сама любовь, да. В общем, такая вещь. Может быть, я говорю иносказательно, но смотрите, на дне колоды еще и был маг. То есть то, что я сказала, вот касалось этой карты. Все это. Вы можете все. Вы пентаграмма, это я своими руками могу построить все. В общем, Вселенная подводит вас к взрослости. Вот если 3 карты эти читать, тогда еще и... Эта коробочка упала, неважно. Что-то у нас здесь... А сейчас башня уже стала, видите? Сейчас уже башня стала. То есть башня говорит, дне колоды, что не идите назад, не перемывайте косточки своему прошлому. Прошлое поменять нельзя, но прошлое можно взять как опыт, и прошлым можно воспользоваться. От него можно оттолкнуться. Можно переосмыслить прошлое, да? К нему можно изменить отношение, потому что карта, но ее уже нет, я уже перемешала колоду. Карта башни говорит, что, может быть, Вселенная вас подводит к тому, что сбросьте себя груз прошлого, сбросьте себя груз неудач прошлых. Просто прошлое – это то, от чего вы отталкиваетесь. Это переосмыслите свои отношения к этому. Что-то карта сама перевернулась. Будьте смелее. Вселенная подводит вас к тому, что вам нужно быть смелее. Вы, наверное, слишком осторожны. Вы боитесь встречаться с людьми, потому что думаете, а вдруг они плохие. Но если плохие, вы от них уйдете просто. Но бояться не нужно. Будьте смелее. И Вселенная подводит к осознанию, что вы взрослый человек. Что вы взрослый человек. Это 7 жезлов. Вот понимаете, это 7 жезлов. Воевать со своими мельницами, как бы можно сказать, да, со своими собственными фантонами или демонами. Может быть, Вселенная подводит вас сейчас к пониманию, что для вас вредноносно. Может быть, это алкоголь ежедневно, даже не в большой дозе. Может, курение, может, плохие мысли, много еды или вредная еда, вредные разговоры. Помним всегда, что мысли материальны. И если мы думаем негативно, негатив притягивается. Вот и все. Эта карта говорит, думаем позитивно. Эта карта говорит, бороться со своими демонами каждый день нужно. Но как с ними бороться? Играючись, наверное, больше. Потому что если мы демонов воспринимаем серьезно, они становятся во главе угла у нас. Не воспринимаем демонов серьезно. Итак, к чему вас подводит Вселенная на момент просмотра? К мужчине, который будет защитником. Конечно, он будет защитником. Посмотрите, какой он здесь. У него борода белая, да, на этой колоде, да. У императора белая борода. Она говорит, что он умудренный опытом. Мужчина, который, знаете, не то чтобы сам у себя на уме, но взрослый. Он не должен, понимаете, к чему подводит Вселенная? Император, он не должен жить только угождая вам. Он должен просто жить, он приличный человек, он достойный, он взрослый, взрослые у вас отношения. Ведь иногда зависимые отношения, когда и у нас ребенок внутренний там требует внимания, и у него что-то там не то, вот это такие отношения. А когда у нас император и вы королева чаш, это взрослые отношения, когда взрослые люди, когда можно договориться. Вас приводит судьба, жизнь с мужчиной взрослым,
к взрослым отношениям. К чему вас еще подводит Вселенная? К празднику. Может, у вас день рождения, когда вы смотрите, я от души поздравляю. Вас Вселенная подводит к празднику, к тому, что вы будете обязательно счастливы, к тому, что вы будете улыбаться, смеяться, прыгать от радости. И это все то, что нужно делать каждый день. Я с самого начала это сказала, как карты подтверждают мои слова, уникально. Вам нужно знать, что Вселенная сейчас подводит вас к тому, что каждый день это праздник. Это состояние души. Мы должны праздник создавать в душе. Понимаете, это не застолье, там, когда стол ломится, это никому не нужно. Или, знаете, душу изливать. Ну, что значит изливать душу? Ну, что в душе плохо, давайте ее сделаем, ее перевернем. Вот это все, знаете, как мы тесто переворачиваем, когда готовим хлеб. И Вселенная переработает наши страдания. Не нужно все время говорить о плохом, а говорим о радостном, о счастье. То, что вы живете, я миллион раз говорю, вы уже выиграли в лотерею. Из триллионов возможностей именно ваша возможность сейчас проявилась в этом мире, что может быть лучше. Вселенная вас подводит к осознанию того, что жизнь праздник, и мужчина будет, и любовь будет, и счастье будет. Вышли очень хорошие карты. К чему вас еще подводит Вселенная в тот момент, когда вы смотрите? 5 жезлов. Может, это конкуренция. Здоровая конкуренция – это сотрудничество. Я сразу говорю. Сейчас любые страны, политика сейчас – это экономическое сотрудничество, правильная политика водолейского времени. Между странами мы должны знать, что между другими людьми политика должна быть только сотрудничество. Если мне не нужно сотрудничество с моими оппонентами, я просто смотрю, они просто свои дела делают и все. А те оппоненты, которые мне интересны для сотрудничества, я с ними сотрудничаю. Так все просто. Но я вас имею в виду. Не думайте, что Вселенная не хочет вам добра или есть негативные люди. Ну, они, конечно, есть, но зачем вы о них думаете? Это всегда негативные люди, это больные люди. Их Боженька уже умом обидел, раз они негативные. Вообще нормальный, психически здоровый человек никогда не будет мешать другому жить и стараться ему навредить. Никогда. То есть тот, который вредит другому, это уже нездоровый тип, и он вам просто не нужен на вашем пути. Так все просто. К чему вас Вселенная подведет? Смотрите, это называется карта Wish Card. Wish – это желание. Загадайте желание, и оно исполнится. 9 чаш – это карта исполнения желаний. Вот это вы, король на именинах, любого возраста или неважно, какой у вас пол. Вы король на именинах, у вас все хорошо. Судьба вас любит, у вас в этих чашах все, чего вы хотели для себя, вы многого добились, и многое еще будет впереди хорошего. Вы не останавливаетесь, вы просто на минутку сели отдохнуть и count your blessings, и вспомнить ваши благословения. Иногда я фразы разных языков, это нормально. Я смотрела ютуберов, например, из Индии, у них там вообще все так пестро, их язык и английский, все, вот это время наше такое, да, count, посчитай your blessings, посчитай свои благословения, которые Вселенная дала тебе, count your blessings, посчитай свои благословения, они наверняка есть, нельзя думать, что их нет. Может, нужно подлечить нервы, если вы не видите blessings и благословений. Не думайте, что те же антидепрессанты, девочки, это не 80-е годы, где люди транквилизаторами пользовались. Это было время начала психиатрии. Теперь, может быть, и нужно. В этом ничего плохого нет, ничего зазорного нет. Может быть, нужно как-то сдвинуть с мертвой точки, если только негатив в голове. Если вы не можете ничего вспомнить хорошего в вашей жизни, может быть, нужна помощь врача, но это же неплохо. Ну или такого врача, как я, гомеопата, карты тоже лечебные. Но моя терапия картами, такая гомеопатическая, она комплементарная. Она помогает той основной терапии, которую дают лицензированные врачи. Я не врач с лицензией.
Но, может быть, нужно, если так все серо, нужно эту пелену поднять, потому что если так все серо, и вот этого нет в жизни, а это должно быть у всех, это не зависит от денег, это не зависит от того, в какой точке мира вы живете, нет, это зависит от внутреннего настроя. Если вот этого нет, может, нужна помощь, не бойтесь ее, обращайтесь за помощью. А вот ко мне это как комплементарно, вот здесь, потому что я не беру деньги ни у кого. Или же к лицензированному специалисту, врачу. Почему? Потому что, может быть, нейронные связи неправильные. Ну, понимаете, что такое нейронные связи? В детстве неправильная спайка произошла, потому что в детстве было все плохо, было все в нагрузку, или же в молодости, или еще в другое время жизни. Как говорят, помощь, help around the corner, помощь есть. Не бойтесь жить. Не откладывайте жизнь на потом. Вселенная подводит вас к пониманию того, что не нужно откладывать жизнь на потом. Нужно жить сейчас. И император – это активный человек. Там еще был туз меча. Будьте храбры. Он у меня только что упал, но вы знаете. Туз меча. Почему упал туз меча? Я хотела вам показать, и он у меня выскочил из рук. Потому что вы не храбрый человек. Я не хочу сейчас поднимать, но вы знаете, да? Я показывала уже вам его. Нужно быть смелым. Карта Луна – это ваш личный путь. Луна – это личный путь. Идите своей дорогой. Идите своей дорогой жизни. Идите своей дорогой. Обязательно. Свою дорогу каждый день нужно редактировать. Очень просто. Встали с утра, и вы думаете, что именно для сегодня хочу для себя сделать. Ну и для других, если есть на это время, и силы, и деньги. Что хочу сделать сегодня для мира, для себя. Иду по своей дороге, ищу свои таланты, ищу, что в кайф. Работаю только тогда, когда у меня есть силы что-то людям дать. Ну, если вам повезло, и вы фриланс, если у вас вы работаете на себя. Но иногда мы подневольные, мы должны идти, как у меня дочь должна идти в эту комнату emergency room, она emergency doctor, она спасает людей, которые приходят в реанимацию, и такое все, да. Она должна это делать. Скажем спасибо всем этим людям, которые делают такую святую работу. Ведь есть святая работа, любая работа святая, но есть такая работа, как люди делают то, что мы не можем с вами сделать, как, например, те медицинские работники, которые сейчас стольким помогают, да мусорщик, который у меня мусор забирает. Если бы он не забрал мусор, что было бы? Святые люди, скажем им спасибо. И ищем свой талант. Ищем свой талант. Я иногда дочери говорю, ну хватит уже. У нее 2 специальности. Она тоже может быть family doctor, то есть может быть домашним врачом. Но она говорит, нет, я хочу именно там работать, где я есть сейчас. То есть, вот видите, мне кажется, что этот путь невероятно сложный, а она все-таки идет по нему. Идем по своему пути, ищем свой путь. Если нет какой-то специальности, приобретаем ее, ту, которую хочется. Я рассказывала вам, забыла, как ее зовут, женщина в Японии, вышла на пенсию, она была учительница, и к 85 лет она стала самой популярной художницей Японии. Она нашла себя, она стала рисовать картины. И ищем свой путь, и не боимся. И каждый день не глобально, да? Каждый день ищем свой маленький путь малыми шагами. Вот это все Луна. Рекарнируем себя, поднимаем себя. Мощно. Итак, к чему вас подводит Вселенная? К деньгам, наконец-то. Первая пентаклевая карта за весь расклад. Вас Вселенная подводит к деньгам. Это паж пентаклей. Пажи – это те люди, которые новички, да? Которые вот только пошли по дороге и оглядываются вокруг, ищут себя, открытый ум новичка. Вообще такой ум новичка должен быть всю жизнь у человека, да? Пажи – это новички. Это тоже решение каких-то задач, проблем, это хлопоты, да, традиционно. Паж – это хлопот, это как валет. Если бы был рыцарь, это новости, это перемены, вот такое все, да. А пажи – это когда есть хлопоты,
Хлопоты денежные. Ну и хорошо, хлопоты денежные. Каждый день, конечно, нужно положить хлеб на стол. Маленькими шагами денежные хлопоты. Паш – это новые деньги. Новые деньги, связанные с тем, что вы, может быть, новый в профессии, может быть, вы новый на работе, но новые деньги какие-то придут, свежие деньги. Свежая копейка, знаете. Это хорошо, свежая копейка – это хорошо. Вот эта карта, первая карта в этом раскладе, тоже первая, да, был, вот, может быть, вы не верите, что у вас будут деньги. Это первая карта боли, да, и я вижу, что кто-то меня сейчас смотрит, и, может быть, нужно было то, что я сказала насчет, нужна медицина для некоторых. Нужно обратиться к врачу, если вам все время плохо, у вас всегда плохое настроение, вы во всем видите негатив. Это не то, что я сейчас скажу вам, как у нас раньше говорили, да не волнуйся, да не переживай, но от этого еще хуже. Если человеку уже плохо, ему сказать, да не волнуйся, да это ерунда все, как ерунда? Это что, вы не эмпат, вы думаете, что ерунда? Человеку плохо, он плачет, а вы ему говорите, да ерунда, не волнуйся. Это неправильно, так уже нельзя делать. Мы уже понимаем, что это неправильное отношение. Если человек говорит, мне плохо, а вы ему говорите, да ерунда все, мелочи, все перетрется, все будет хорошо. Да, все будет хорошо, это хорошо сказать, но сказать, что это ерунда, как undermine, как уничтожить его переживания, то есть сказать ему, ну как уничтожить, нет, я перевожу все-таки с английского, то есть вот вам кажется, что ерунда, человек уже он в тупике, ему очень плохо, а вы говорите ерунда. Так нельзя говорить. Нужно понять, что если человек говорит, мне плохо, ему действительно плохо, но часто человеку плохо в голове. Понимаете, потому что у него неправильная спайка. Это очень серьезно. Это очень серьезно. И я здесь вижу, что если бы вы обратились к хорошему врачу, он бы вам, может быть, выписал какую-то помощь, временную помощь, когда нужно переделать вот эту нейрохимию мозга, да, чтобы вы могли увидеть хорошее, потому что иногда действительно человек все видит плохо по карте тройка меча, и может быть плохо касательно финансов у многих. Сейчас вообще у многих очень плохо касательно финансов. И знаете, все будет меняться к лучшему. Уже в страны многие придут к тому, что если у человека нет работы, ему все-таки будет правительство помогать достойно. Ну не может человек найти работу, но ему нужно достойно помогать, чтобы он реализовался, да, и так далее. Давайте еще совет возьмем. Вот интересная карта, это, кстати, старший аркан. И старший аркан, когда выходит, это внимание, внимание, я хочу тебе что-то сказать. У нас уже был отшельник, у нас уже был иерофант, и эта карта смерть вышла, смотрите. Что она говорит? Чем хороша карта смерть? Во-первых, 13 номер, да. Мы думаем, что 13 номер плохой, это неправда. 13 номер вместе 1 и 3 это 4. 4 это номер стабильности. Во-первых, у вас деньги будут, не волнуйтесь. Кстати, Луна была, да? Луна, это вы найдете свою дорогу в профессии. Деньги у вас будут, но начнется все, конечно, помаленьку, да, будут улучшения. Паш, это помаленьку, мелкими шагами. Второе. 4 номер, это и хорошо, говорит, будет стабильность, не нужно сейчас паниковать. И тоже карта 4 номера говорит, что будет стабильность, но ты не останавливайся, потому что все четные числа, они хорошие тем, что дают нам дают фундамент, да, такой граундинг, заземление, но в то же время стабильные карты, с них трудно дальше идти, да, вот мы как бы остановились, и лишь бы хуже не было. Карта смерть вот об этом, не думайте, лишь бы хуже не было. Понимаете? Думайте о том, чтобы просто жить и дальше идти, потому что смерть, она останавливает, она говорит, что вот остановись здесь, замри, и так как бы чего не вышло, да, но, понимаете, как бы чего не вышло, в этом жизни нет. Смерть говорит, послушай, в этом нет жизни, в том, что ты сейчас думаешь, вот ты, кто смотрит, извините, я на ты, можно, да, в том, что ты думаешь сейчас, в нем нет жизни. Иди дальше. Не бойся сделать ошибку. Не бойся жить.
И, наверное, эта карта, она говорит тоже о том, что я вот начала, когда расклад, был разговор о том, что прошлое, мне кто-то писал какие-то комментарии насчет прошлого, все очень просто, до банальности, не нужно вот эти разглагольствования, не нужны вот эти тренинги всевозможные, да, особенно мужчины, когда женщины учат жить, это вообще женщины, не нужно вам, чтобы вас мужчины учили жить, все, время прошло, каждый учится от своей жизни, пока живет. Кто-то меня, по-моему, мужчина писал, что такую ерунду про прошлое, да просто все. В прошлом больше нет жизни, карта смерти об этом, не идите туда, там нет ничего больше. Но если прошлое до сих пор вы страдаете из-за него, если вы думаете, я могла бы по-другому поступить, или этот человек меня обидел, измените свое отношение к тому, что было. Вы сделали лучшее, что могли в тот момент. Идите дальше. Вселенная вас подведет к пониманию того, что нужно идти дальше. Нужно жить дальше. Вселенная к этому подводит вас. Какие события ворвутся в вашу жизнь. Вот то, что было когда-то иллюзией, мечтой, начнет исполняться. Вы получите дом шикарный. Представьте себе, что вы уже ходите по этому роскошному дому или квартире. Кто хотел отношения, наконец найдет себе пару, где будет взаимопонимание. Представьте себе, что вы уже на прогулке вместе, и в спальне вместе и так далее. Вы придете в свой красивый вес, вы придете к тому, что вы хотите. Раньше это было иллюзией, а теперь станет реальностью. То, что было мечтой, станет реальностью. К этому вас подведет Вселенная. Карта Мир. Старший аркан Мир говорит о том, что будет благополучие, и вы начнете наконец-то любить свою жизнь. Что такое мир? Видите, вот этот венок, это же ваша аура. И вы любите, вам вольготно в своем теле. Помните, сначала я сказала, вам удобно в своем теле. Вам удобно. Вот и все. И вот эти 4 угла – это другие люди. Да, всегда другой человек по астрологии, другой человек, он в оппозиции, он другой человек, у него другая жизнь. И это другие люди по стихиям. У нас здесь идет лев, вот это огненная стихия, намек. Потом идет у нас телец, это земная стихия, намек. Идет орел, это водная стихия, как скорпион, намек. И водолей, вот это лицо, это воздушная стихия. Все люди замешаны из 4 стихий, но главная стихия – это та, которая или по Солнцу, или по восходящему знаку, так называемому перекрученному слову асцендент или ascendant sign, то есть восходящий знак, да. То, что вы знаете, то для вас и будет. Если вы не знаете свой восходящий знак по Солнцу, это будет ваша руководящая стихия. Все люди разные. Но вас не должно это трогать. Если это вас так волнует, что тот человек о вас подумал что-то плохое, значит, он внедрился вот сюда уже, он внедрился. Видите, между вами и другими людьми есть вот это общее пространство и ваша аура, где есть ваша защита, где есть непробитая аура. Если человек уже раздражает вас, он внедрился под кожу вам вошел, в ауру вашу. Почему он вошел? Ну, иногда мы их пускаем. А иногда они входят насильно, ну, их можно выгнать, сказать, ну, динамика пространства. Мы свою ауру делаем цельной, естественно, сознанием своим, и говорим, ну, вот ты там будешь, сосед, ты будешь там, друг, ты будешь там любимый, и ты тоже, ты можешь войти на время, а потом должен выйти. Свой путь, у нас был отшельник, свой путь. Вселенная вас подводит к своему пути, к вольготности в своей ауре. Это, посмотрите, какой танец, и у вас в руках 2 волшебные палочки. Да? Если маг показывает то, что сверху, то внизу, да, вот так руками, то вы говорите все по кругу. Ну да, это такая высокопарно, что сверху, то внизу, но это правда. Но в земной жизни простого человека, вот по этой карте, у вас 2 эти волшебные палочки, все по кругу. Все по кругу. Я смотрю вокруг 360 градусов. Луна тоже об этом, да, как полнолуние, мне все видно. Я понимаю, что это... Я со всех сторон себя люблю, я со всех сторон себя признаю, я со всех сторон довольна.
Это вы. И вы довольны. Наверное, здесь достаточно было мысли для размышлений и достаточно тоже предсказания, чтобы вы узнали, как у вас все будет. Карта Мир говорит, что один цикл жизни заканчивается, начинается другой. Да? Закончился, может быть, цикл жизни, когда вы себя или не любили, или обижали, или презирали, или свою жизнь не любили. Сейчас такой цикл жизни заканчивается, начинается новый цикл жизни, где вы будете искать вот это ощущение удобства для себя. И оно начинается изнутри, конечно, и потом оно резонирует и снаружи, и так далее. Ощущение удобства. Но если неудобно, вы можете сделать, чтобы было удобно. Обязательно. Вот к этому осознанию подведут вас высшие силы, Вселенная, а также Вселенная подведет вас к вашей личной дороге. Но вам по ней идти. Вселенная поможет идти, но вам по ней идти. И знаете, когда вы будете идти по этой личной дороге, именно там, на личной дороге, вы найдете все, что ищете. Потому что там все есть. Там есть и деньги, там есть и любовь, там есть уютная жизнь, там есть вы гибкая, стройная, любимая, красивая. Ну какая еще? Ну если вы мужчина, все наоборот сделаете. Вот. Вы найдете себя на той дороге, и сам процесс жизни, он прекрасен. Не цель. Не нужно думать о цели, потому что цели в жизни нет. Жизнь – это путь. Один шаг, и он в кайф. Потому что обувь удобная, потому что дышать воздухом приятно, потому что красиво вокруг, потому что вокруг то, что вы любите. Так, все очень просто. И Вселенная вас подведет к вашему пути. Наконец-то вы пойдете по своему пути, наконец-то вы будете выбирать. А вообще-то путь, он же извилистый. Как я уже не раз говорила, но я долго думала и медитировала, когда мне люди иногда пишут: у меня тупик, все, у меня нет, стена впереди. Понимаете, ну не бывает тупиков, ну не бывает такого. Бывает так, что дорога ваша, она вообще, любая дорога жизненная, она извилистая, она не прямая. Ничего в мире нет прямого и правильного. В мире все, какое есть. И я советую подумать сейчас, учитывая все эти карты, что вообще жизнь и Вселенная, она какая есть. Мы хотим мир поменять, нам кажется, что мир не такой, но мир, понимаете, он правильный, какой есть. Вот он правильный, какой есть в данный момент. Вот такой он, какой есть, он правильный. Была песня у «Машины времени», по-моему, такая песня была, да, что там прогибаться под этот мир, пусть лучше мир прогнется под меня. Но это неправильно. Я вообще обожаю «Машину времени», обожаю Макаревича, ну, раннего, молодого, да. Сейчас что-то непонятное. Не знаю, что там сейчас. Я не слежу за знаменитостями сейчас. Что-то там слышала пару слов. Но нельзя человека судить, когда он пару слов сказал только. Нельзя это вынимать слова из контекста. Не знаю, что сейчас, но это не важно. Я знаю Макаревича молодого, и я обожаю его песни. Но эта песня, в ней что-то не так. Пусть этот мир прогнется под меня. Ну, в этом тоже, ну, как бы, песня, конечно, такая вещь, все в песне не скажешь. Там есть и правда, и все правильно есть. Но есть и тоже понимание, что будьте гибче, что взаимодействуйте с миром. Это не то, кто кого прогнет, а взаимодействовать с миром. И вот об этом тупике пару слов. Дорога ваша уже сделала изгиб, а вы остались сзади, потому что, может, вы боялись вот там по этой дороге идти, может быть, вы задержались где-то, вот как жена Лота, как соляной столб, задержались в прошлом, ну, задержались, плакали, боялись, думали о вчерашнем дне больше, чем он этого заслуживает, и вы отстали от своего личного пути. Мы не можем отстать от других людей, каждый в своем возрасте, на своей дороге. Но мы можем отстать от своего пути, и тогда мы упремся в стену. Мы упремся в эту
кирпичную стену или в эту развилку, потому что дорога ваша пошла дальше, она сделала изгиб. Все меняется. И вы поменялись, вы другой человек. Но вы не хотите меняться, вы думаете, что молодость вот в этом, что было вчера, да, это все такая глупость, когда нам говорят, что нужно, чтобы лицо было все время, как оно было когда-то. Меня сейчас называют бабушкой, а в комментариях это обидно, честное слово, потому что ведь YouTube это для дружбы, поколение здесь ни при чем, дружить можно с разными поколениями, вообще ни при чем. Вообще ни при чем мой возраст, совсем ни при чем. Что такое возраст? Это один день. Если хотите, назовите, если вам это в кайф. Но мне не в кайф это читать, это точно. Омоложение, быть молодой, возраст это как бы считается что-то плохое. Почему? Почему? Не думайте о своем возрасте, думайте о том, чтобы быть в ногу с жизнью. Если вы хотите идти назад, типа омоложения вот такое, оно гротескное, да, как у Пугачева, это гротескное омоложение, просто гротеск сплошной. Жизнь идет вперед, а вы сзади. Даже если вы одели модную одежду, вот этот страх в глазах, быть как бы на 20 лет моложе, это значит быть во вчерашнем дне на 20 лет. Это страшная вещь. Нужно быть современному. В этом и есть молодость. Современный человек – это молодой человек. Современное лицо, какое есть сегодня, и которое вы enjoy. Вы наслаждаетесь им, своим лицом, и с лицом ваших родных, близких, друзей, любимых. Быть моложе на 20-30 лет, это значит быть, что ли, самим собой 30 лет назад. Вы же не можете быть другим человеком, с собой только можете быть, да, мне иногда пишут, вы помолодели. Иногда, если правильный там свет хороший, и, может быть, я выгляжу как-то... Ведь все зависит от света. Человек не такой, как на камеру выглядит, да. Я сижу в квартире, конечно, свет не идеальный, и что это означает? Что кем я вчера была? Не принято переходить на личность, да, обсуждать внешность человека. Я понимаю, что вы хотели мне комплимент сделать, но старайтесь, наверное, этого не делать, потому что сразу вопросы, а что было такого со мной не так вчера? То есть, другими словами, вообще не нужно обсуждать внешность других людей. Обсуждать это уже соглашаться или нет. Что такое говорить, что ты хорошо выглядишь? Это уже дать оценку, да. Я вообще я не даю оценку людям по внешности, я даю оценку человеку по поведению. Он приятный, он не желает мне зла, он со мной приятно разговаривает или неприятный. То есть по его поведению, по его действиям можно оценить человека, он мне хочет помочь или нет. И все. То есть, другими словами, здесь какая мысль проходит мне сейчас, я интуит, я мысли беру эти из пространства, наверное, как любой человек, рассуждаю на, наверное, важную тему. Вы моложе сегодня, например, каждый человек думает, после 40, 30, 50, не знаю, ой, как бы мне моложе выглядеть на 10 лет, то есть на 20 лет. То есть, другими словами, вы хотите быть собой только 20 лет назад? Что вы делаете? Вы делаете, наверное, плохо. Я хочу просто, чтобы вы могли взглянуть на эту тему с другой стороны. Почему плохо? Потому что за эти 20 лет ваша жизнь, она ушла в сторону, она уже сдала изгиб дорога, а вы остались сзади на своем пути. Вы отстали от своей жизни. То есть вы и не живете. 20 лет назад молодой человек, который как бы застыл в своей молодости, он не живой. Жизнь – это тогда, когда вы сейчас, ваша дорога идет, и вы идете вместе с дорогой. В этом гибкость ума, в этом гибкость тоже тела и вообще всего. А если я хочу быть собой, но 20 лет назад, я иногда смотрю на фотографию свою, даже я сделала видео раньше, да, я давно на YouTube, и у меня там, моложе, допустим, лицо.
Но я себя останавливаю. Я говорю себе, но это было раньше, это хорошо, это приятно посмотреть, но это было раньше. И это было, а теперь другое. Теперь дорога делает изгиб, и я иду по этой дороге, и мне приятно идти. Это светлая дорога кайфа. А задержаться на той дороге 20 лет назад, как бы застыть. Инстаграм — это все, это все так неинтересно, на мой взгляд. Так что такие рассуждения, наверное, не нужны, потому что иногда мне говорят, я в тупике. Опять же, вы в тупике, можете быть по многим причинам. Неправильная спайка нейронов, то есть мозг какие-то неправильные установки выучил и не видит, что есть другие возможности. И здесь можно это помочь себе нейрохимическим лекарством. Лекарства эти не вредные, а вреднее иметь плохое настроение каждый день. Это 1,000,000% вреднее. Второе, от того, что мы так хотим быть моложе, что мы возвращаемся 20 лет назад, и дорога вперед ушла ваша. А там впереди золото, любовь, удовольствие, удача, наслаждение жизнью. Там все впереди это есть. А вы застыли 20 лет назад и боитесь постареть, типа, в кавычках. То есть вы боитесь быть собой, реальным. Но это как и для мужчин, и для женщин. Мне пишут, и мне пишут, вообще слышу, что, к сожалению, женщины стареют скорее. Нет, неправда. Это, во-первых, все зависит, опять же, от состояния ума. Каждый человек свой путь идет. Но я могу сказать и наоборот, что мужчины, в общем, выглядят старше своих лет чаще, чем женщины, потому что они теряют эту гибкость. Им вообще свойственно быть негибким от природы, многим мужчинам, да. И психика у них не такая гибкая, и тело не такое гибкое часто, и у них вот эта гибкость мышления уходит скорее. Так что, на мой взгляд, мужчины могут выглядеть старше женщин часто, и даже не в этом дело. Если кто-то на вашем жизненном пути хочет видеть ваши годы, хочет вас записать в бабушку, дедушку или так далее, может, не со зла, а может быть, есть такие люди, которым греет душу думать, что у них еще все впереди, а у вас нет. Это тоже не особенно о здоровье происходит, да? Потому что впереди у вас столько, сколько вы себе назначите. Если вы себе назначили 100-200 лет, так у вас столько и впереди. Любой другой человек не может назначить, сколько у вас впереди. Ну, не может, он не имеет этих прав, он не Господь Бог, он не может назначить, сколько у вас впереди, он может назначить себе впереди только и все. Наверное, мудрость какую-то сказала, а может и нет, а может и банальные вещи. А банальные вещи иногда они важнее, чем мудрость, они простые. Так что будем видеться, будем разговаривать на эти темы, если только у вас есть желание. Я вас очень люблю, мне очень приятно с вами, и для этого я делаю видео, чтобы нам с вами скрасить, чтобы идти по пути рядом, параллельно с друг другом и улыбаться, говорить привет друг другу на этом пути. Это можно сделать теперь виртуально, и это просто замечательно. Поэтому я точно знаю, что мы еще увидимся, потому что нам приятно друг с другом. Подписывайтесь на канал, тогда это будет то, что мы будем видеть друг друга чаще, конечно, потому что, это значит, вы мой сосед. Раз вы подписались на канал, вы для меня друг, сосед, вы для меня кто-то родной. Это приятно, это ничего не стоит, потому что настоящую дружбу за деньги не купишь, поэтому YouTube сделал это бесплатную подписку. Буду рада видеть вас в числе своих друзей. До новых встреч. Пока-пока.